Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня переделка. Рамка превращается в поднос. Для этой работы я взяла старую рамку. Эту часть тоже буду использовать. Вытаскиваю скобы. Замазываю шпаклевкой дырочки. Это капроновая москитная сетка. На ней буду делать декупаж. Окрашивать буду на файле. Предварительно наношу растительное масло. Сетку необходимо окрасить в белый под декупаж. Я окрашу из баллончика, можно белой акриловой краской. Прокрасилась идеально. И с помощью масла я решила проблему забивания дырочек в сетке. Этот кофейный поднос хочу подарить на 8 марта, поэтому я подобрала салфетки с весенним цветочным принтом. Предварительно нанесла на сетку клей ПВА, разведенный водой, и делаю обычный декупаж. Идея использования москитной сетки для имитации гобелена родилась у меня случайно. С тех пор применяла ее в самых разных работах, от елочных украшений до дизайна мебели. На канале есть плейлист «Декупаж на сетке». Ссылка в описании. Проглаживаю утюгом на средней температуре через бумагу для выпечки. Заднюю стенку рамки окрашиваю в цвет рамки, она у меня черная. Чтобы определиться с количеством и размерами квадратиков, сняла размеры задней стенки рамки. Вырезала вот такой прозрачный шаблон. С его помощью будет видно, какой фрагмент лучше выбрать. Каждый квадратик защитила акриловым лаком. Лицевую сторону окрашиваем акриловой краской нейтрального цвета. У меня охра. Наношу неразведенный клей ПВА.
черную краску смешала с акриловым лаком. Покрываю еще одним слоем акрилового лака. Теперь осталось приклеить основу к раме. И прижимаю все тем же стеклом от рамки. Как хорошо, что мы ничего не выбрасываем. Эти ручки от старого комода подошли просто идеально. Приклеиваю на эпоксидный клей. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!